работать есть. И взрыв должен быть. Правильно, они судят неправильно. А сейчас проиграет, естественно. Проиграет, конечно, они судят в одну калитку. Он видишь, как Она проигрывает, Господь. здесь надо самому быстрее на ногах, быстрее надо, дергаться быстрее. Вот тут другое дело. Вот так вот. Назад, Зуля, не вперед. Вот, передергивать, вот так вот. Что ты делаешь? Это я не Пусть, пожалуйста, подбегай, открывайся. Туда посылайся, она все время кидается и проигрывает. А здесь дергать надо ее. А больше никак, здесь тут никак. Она проигрывает, надо только атаковать. Проигрывает 7 очков. Что ждать-то? Надо рваться. Надо ее столкнуть, Зуля. Но все равно хоть 4 пусть отыграет. Судят, блин. Сейчас непонятно. Один туда, другой туда. Если человек, блядь, гора. Ты чего? Здесь наливается. Правильно, дурит она их. Дурит она их, понимаешь? Давай белый, там ногой ударил. Сейчас кисель будет. Судья Кутюсова, Москва.
Да, понтуйся, давай. Сама. Спокойно, пробуем. Стойки встречать. Левый, давай. Первый раунд. Давай. Ножками, хорошо. Стоп! Бай! Стоп! Бай! Сама. Ноги. Хорошо. И еще. Сама. Стоп! Один удар. Бай! Хорошо, сама. Стоп! Бай! Ножки Золя, Андрей. Стоп! Работай руками. Ручки работай. Приходи сама, ты ее встречаешь хорошо, а твой подхватываешь. Второй раунд. Стоп! Бай! Хорошо! Зуля, ножками. Повыше ножками. Бай! Пошла. Хорошо. Сама работай. Вот так. Выйди. Зуля, сама. Стоп! Зуля, ногами. Еще раз. Вот так, хорошо. Левую руку выставляй. Давай. Хорошо. И сама. Гвоздь пробей. Сама. Не стой. Хорошо. Работай. Вот здесь. Вот так. Еще. Перекачку делай. Хорошо. Подними два. Вот так. Ногами нарабатывай. Вот так. Еще ногами.
Сколько вы находитесь? Перекат. Не стой, углом. Стоп! Здравствуйте, углу Нагano, Санкт-Петербург. 22 года. Кикбокс занимается 4 года. Чемпионка Европы по версии ЕСК. Чемпионка Европы по версии ФК. Провела 15 боев, 14 побед. Тренируется в клубе Санкт-Петербург. Тренеры Святослав Ранцев, Анатолий Петрушин. Страна попробует сама. Капу. Перехватывает номер. Давай. Третий раунд. Руки поднесут. Стоп! Ножки сразу. Молодец. Сама давай. Вали. Вот, и здесь работай. Хорошо. Стоп! Ногами. Держи. Зарабатывай ногами. Файт! Усиление ручки давай сама. Хорошо. Правую подключи. Хорошо. Один раз, ногой куда? Тихо. Хорошо. Стоп. Файт. Работа сама. Вот, левый, правый подключи. Спина не надо. Понюхай. Все, понюхай. Зульфия Утюсова, Москва, синий угол. Года. Кикбоксингом занимается 2 года. Чемпионка России среди любителей, чемпионка Китая. Победительница универсиады. Провела 7 боев, 6 побед. Тренируется в клубе Китая. Тренер Александр Воронин. Она перехватывает. Ниже его и вверх прям натыкает. Четвертый раунд. Ногами будешь. Еще. Руками здесь работай. Сама, ну. Хорошо. Набирай ноги, ножку набирай здесь, хорошо. Руки вперед, левый, левый. Сама, гуляй. Стоп! Сама гуляй. Ногой, не ногой.
Выходишь. Сама. Хорошо, здесь работай. Держи. Жуля, сама. Сама, Жуля, сама. Хорошо. Сейчас перехватит. Она уже идет, она идет. Встречайте левую, секунду, тыкай прям левую. Тут же будет. Раз, два, туда. Вот, раз, два. Понимаешь, вот. Там тыкай. Ни разу не знаю. Выше, не надо никак. Лево, не надо. Она уже все, она уже здесь там, лево, лево, выход, смотри, лево, раз, два, три, все, и ногами. Раз, два, Шестой раунд. Сама, пойдем. Ножки туда. Вот, еще. Какой еще? Вот так, еще. Стоп. Бэк. Туда, в нее. Вот, хорошо. Еще ножки ее. Выйди. Жуля, работай сама. Лево, сама, руки на нее, Вот еще.
Сама, вот так. Так. Последний раунд. Ломай. Мы перед заключительным раундом поблагодарим участников замечательного поединка. Ножками Зуля. Вот, еще раз. Вот так. Вот так. И рукой. Хорошо. Давай рукой. Так. Последний удар такой. Последний удар. Вот так. Руками работай. На ногу. Руки перед собой. Плечом не надо бить. Вот так. Сама вперед пошла. Сама. Хорошо. Сама, давай, хорошо. Смещай. Ее. Слушай, сама, руки. Левую руку. Вот голова. Работай. Выше руки. Давай. Она стоит. Пошла вперед. Так. Не бежи! Пошла, подрезай! Пошла, вперед, подрезай! Подгони! Заворачивайся! Вот сюда! Да, прижимай, дави! Пошла! Выше руки! Пошла! Дави, темп! Пошла! Молодец. Жуля. Во. Класс. Молодец. Эх, мои слоны пищи. Имя чемпионки России среди профессионалов славянского Привыкшими. Все нормально. За награждение чемпионки приглашается чемпион СССР по карате Виктор Хан. Шесть с половиной, 70, 65 с половиной. Победу и титул чемпионки России одержала Наталья Ларионова, Санкт-Петербург. Благодарим Наталью Ларионову и Зульфию Кутюсову за замечательный бой. Спасибо большое. Thank you very much. Moscow. Все. Wow. Давайте все поддержим. I'm very happy
And I'm very surprised about the warmth of the people in this country. И очень поражен той теплотой, которую оказали мне жители этой страны. It's my first time in Russia, Это мой первый приезд в Россию. and I'm very pleased. Я очень счастлив. And I'll be back very, very soon. Обещаю вам, что я скоро, очень скоро снова вернусь сюда. I love you. Я вас всех люблю. Thank you. Спасибо большое. Thank you. Мастер-класс. 60 килограммов. Он будет состоять из 5 раундов. Зульфия Кутюзова, Москва, пожалуйста. Зульфия Кутюзова, москвичка, 1972 года рождения, чемпионка ГИТЭК, чемпионка России, чемпионка панамериканских игр, провела 16 боев, в 13 одержала победу, из них в 2 нокаутах, 1 ничья. Тренер Александр Воронин, Зульфия Кутюзова, город Москва. И представительница Тюмени Татьяна Никитина, 19-летняя спортсменка, вице-чемпионка России, Азии, СНГ среди профессионалов. Провела 9 боев, 6 побед. Татьяна Никитина, город Тюмень, Зульфия Кутюзова, город Москва. И аплодисменты всего зала Олимпийского дворца. Итак, первый бой. Переднего места не бей.
Закончился последний пятый раунд первого рейтингового боя в категории до 60 килограмм. Напоминаю, красного был Журдяк Кутюсова, синим Татьяна Никитина. Напоминаю, первый рейтинговый бой в категории до 60 килограммов. Победила Журдяк Кутюсова, Москва. Судья Кутюсова, тренер Александр Воронин, аплодисменты нашего зала и победительницы. И, конечно же, Татьяне Никитиной наши аплодисменты. Танюша, не аплодисменты, друзья, к тебе. Аплодисменты. Танюша, не аплодисменты, друзья, к тебе. Так, эту водолазку вы... А мне рука холодная. Живой живот. Золотое дно. Видите, ты такого так не снимай. Ха.
Отсечки. Hey! Вот, еще раз. Отсечку. Стоп! Стоп! Hey! Пожалуйста, робити. Стоп! 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 Hey! Don't kick the guy. Go, go, go. Не ломай. Ногами работай. Много минут. يلا ليتس جو خلينا نخلص Second down. Hey! Stop, stop. Time. Time. Hey! Отжими.
Попала, Зуля, попала. Все, она готова. Не отпускай, Зуля, молодец. Все, она твоя. Все, Зуля, еще немножко. Время половина второго ночи. На всякий случай трибуны. Остались только самые стойкие. Вот она, сборная Чехии. Дмитрий Соловецкий, Александр Баклан. Судьи соперники международной категории других Москва, вторые судьи международной категории Викур, Агаджар, Козлов.
Победу в этом бою одержал Евгений Александров. Красному углу рига Дмитрий Соловьев, Пермь. Синему углу Александр Павлов, Пермь. Пойдем, пойдем. Я вообще просто я категорически. Пожалуйста, нет. В красном углу рига выступает Дмитрий Соловьев, Пермь. Синему углу Александр Павлов, Пермь. Подготовился следующий. Повторно приглашаем Костыреву, город Новокузнецк. В случае истечения 2 минут и спортсменка не явится в ринг, победа будет присуждена спортсмену Синему. Заходите в ринг сразу, пожалуйста.
Красный была такая Костырева Наталья, город Новогодняк. Ей 18 лет, после принимает на сбор, провела 10 боев, одержала 8 побед. Провела 9 международных встречи, которые вполне победила. Является серийным призером чемпионата России по карате и кюкшинкай. Тренируется под руководством Москвы, который готовил в красном углу отдыхает май спорта международного класса культурного гольфия, город Москва, клуб боевой перчатки. Ей 23 года, занимается футболом 4 года. Провела 23 боя, одержала 18 побед. Чемпионка России 96 года, 2 контакта. Формула поединка 3 раунда по 3 минуты.
Сейчас закончим. Бой окончен. В рингу приглашается следующая пара, вторая пара, вторая категория 60 килограмм. Женщина Платонова Саха, Ласка Новосибирск. Судейская бригада будет работать тоже в составе. Красный молодой поэт Алексей Елисеев, кандидат в мастера спорта. Он с города Белова провел 42 поединка, 30 баллов победы. Является чемпионом Сирии, президентом чемпионата. В этом поединке Путь Дюсова, город Москва. Арсеньева. Судья Чернов. Повторяю, судья Чернов. Женя, снимаете? Стоп! Надо было
6, 7. Красный угол отдыхает комендант спорта Иванчук Сергей, город Михаил. Ему снимает их 8. Красный угол готовится продолжать ведение боя. Мастер спорта международного класса Зульфия Кудюсова. Она представитель города Москвы, спортклуб «Боевые перчатки». Ей 23 года. Кикбоксинг занимается 4 года. Провела 23 встречи, 18 одержала победы. Является чемпионкой России 1996 года по лайт-контакту. Тренируется под руководством тренера Зульфия, тренируется под руководством тренера Ворошина. А в синем углу Ольга Власова из города Новосибирска. Ольга Власова, она представитель города Новосибирск, ей 19 лет. Кикбоксингом занимается 2 года. Счет боя не ведет. Является чемпионкой мира по кикбоксингу с лоу-киками среди профессионалов. Тренируется под руководством Олега Терехина. Приготовится 9-й паре перед финальным боем свыше 65 килограммов. Сидоркова, Ракулина.
Нет, перед Танькиным боем надо снять бой. 57.
На момент о том, что на этот бой также можно делать ставки на тотализаторе. Первая ставка одной карточки 25 тысяч рублей. Молодые люди, подходите, пожалуйста, делайте ставки, дамы и господа. Девушки, которые принимают ставки, наверху поднимите руки. Вот две девушки, два букмекера, которые принимают ставки на этот бой. Пожалуйста, ставка 25 тысяч рублей на бой. И букмекеры делают спортивную. Пожалуйста. Нормально? Впечатление на историю смотрим. Подняться спортивные 678. Подойдите, пожалуйста. Что с тобой? Пожалуйста. Водитель машины Понтиак 658. Подойдите, пожалуйста. Итак, все внимание на ринг. Вес спортсмена до 61 килограмма. Формула поединка 6 раундов по 2 минуты. Это рейтинговый бой. И мне приятно представить спортсмена красного угла Зульфия Кутюсова. Ее соперница, также мастер спорта международного класса Наталья Ларионова, Санкт-Петербург. До первого удара гонга вы можете сделать ставки на тотализатор. Ставки сделаны, дамы и господа, и прием ставок прекращается с первым ударом гонга. Итак, первый раунд. Сейчас она устала.
особенно тот, кто сделал ставку обычно, это поддерживает. Вон разорви дистанцию! Еще раз, все. Давай! Будешь сама работать! Пожестче! Еще раз! Пулка вперед! И раскачивайся! Вот так! Концовочку! А мы наиболее выдающихся успехов достиг боксер тяжелого веса, мастер спорта международного класса Владимир Созинов, почетный гость нашего турнира. Приветствуем земляка. Владимир — чемпион Российской Федерации, чемпион Советского Союза, призер первенства мира. Из 24 международных боев 20 одержал победу. Выиграл 18 международных турниров. Его тренер Евгений Комраков. И как почетный гость нашего турнира Владимир Созинов, Павловник. А на кого вы будете делать ставку? На Камилу или на Зофию? Очень хорошая девчонка. Понятно, бывает меньше. Давайте поддержим участниц боя. Хорошо. Суля, давай! Суля, давай! Ну давай. Право начни, Зон! Суля, давай! Раскачивайся сама. Право начни! Давай! Слышь, очушки. Еще раз! Мужков тянется! Чемпионат первенства пройдет в середине
4 раза подряд ставите на 1 из пунктов, то сумма вашего выигрыша увеличивается вдвое. Давай! Забей! Опережай немного! Попадай! Вы сама!
кому отдадут арбитры предпочтения. Тем более у нас этот бой судили 3 арбитра, один из Италии, один из Франции и один из Хорватии. Кому же они отдали предпочтение, будем сейчас узнать. Руля лучшая! Руля! В этом бою победу по очкам единогласно, причем 3 арбитра из Хорватии, Франции и Италии единогласно отдали победу судье. Дашка, пропали твои деньги, я ж тебе говорила. Вот так я. Один София Кутюсова и В синем углу ринга представитель города Баку Татиев. Татиев является чемпионом своей республики Азербайджан. Тренируется под руководством тренера Алиева. После этой пары приготовится спортсменов весовой категории до 81 килограмма. Шемелев Вадим, Витебск, Потапенко Ярослав.
спортсменов весовой категории РИК А до 81 килограммов. Шемелев Вадим Витебск, Потапенко Ярослав, Переяслав Хмельницкий. Седьмую пару обслуживают судьи. Судья в ринге Колпаков, боковые Швец, Ящук и Татывасян. В этом бою единогласным решением судей победу по очкам победил Василий Будзин, Львов. Боковые судьи седьмой пары. Судья в ринге Колпаков, боковые Швец, Ящук и Татывасян. Судьи Татывасян, Ящук, Швец, Белоруссия. Вместо Швеца Швеца представитель Вильнюса Шестак. А в этом бою, ввиду явного преимущества
победил Вадим Шемелев, Витебск, Перовой. Эту пару обслуживает. Единогласным решением судей победила Фудюсова Зульфия, город Москва. 8-ю пару судят. Судья в ринге, швец. Боковые судьи, Шестак, Колпаков. За час до боя. Как обычно. Углеводы. Обычно всем подряд. Если не кушал. Не кушал. Что подряд? Не кушала. 5 блинов, только 3 булки с маслом. 4. Честно говоря, я Липтон вообще не люблю. Но Юльке можно, а мне тоже нельзя. Нет, чуть-чуть-то можно. Не волнуйся, я доем с тебя, если что. Я верю. Давай я тебя сниму, у тебя кусок стоит торт. Действительно, а то, что все наш для нас. Подумаешь, ты с голоду пухнешь. Мне стыдно, я очки делаю. Давай. Зуля рассчитывается деньгами. Зуля решила проявить чудеса математики, как это, познание математики, на счета. Это она сама. Да, и чудеса щедрости. Вот они, денежки. Куда она прячет? Ну-ка. Цветочки какие классненькие. Самое такое момент. Что ты понемножку, давай побольше. Пожалуйста, смотрите. До боя остался час. Слушай, не поместишься, наверное. Куда? Торт, лицо. Сейчас ты выглядишь, а я его выплюну. Никто не поверит, что выплюнул. Нечего тут на камеру пустые слова говорить. Да? Что, хорош? Ага, пошло. Пошло. Дальше. Ага. Ну все, хватит. Наплясалась. На раз нажала. Все. Там рэп появилась. Поехали, да. Дергай направо. Ветеран, мне не понравился этот перерыв. Мне тоже не понравилось. Ну что ты было подняла и друг друга. На руку сделал, ты делал 2 раза, и делал 2 раза. Ну, она все как боковой, бам, вот так вот, четко. Ну, там надо было жить. На что не сообразили. В этом бою решением коллегии судей победа присуждается Изотову Валерию, Краснодар. А где же бронза тогда, да? Вы можете идти туда, мы вещи ваши принесем. Ну ничего. Ногами жестче ты, Лариса, что ты машешь, что ты машешь? Под печень тебе
супертяжко, да? Нет, так может до 60 килограмм. Не, вон. А, там, да. Немножко! Раунтик жестко! Жестко раунтик побежишь! Раз-два, Лев! Вот ты будешь Я носить, а не нравится. Попускай туда. Лезет. Левый прямой, Держит. Зуля, прибавь, Зуля. Вниманию участников и представителей, вечерняя программа начнется в 17:00. Завтра финальные бои в 11:00 и в 18:00 в помещении Государственного цирка. Награждение года будет. Они сегодня, они не знают, как. Перед ручку вправо! Сегодня все очень такое. Поделись, А перед этим я кричу, Настя, 30 секунд, закручиванием фразы. Ты поднимаешь, она твоя. На расставе, когда уставший, ты должна вот этого себя пересиливать. Я действительно еще на 5 раундов силы, а ты вот так, и левый разбег, добавляй ножки! Правый жестко! я не записываю. Заканчивай так! Вот! Вот, ты заканчивай, калачик его ножки! Уже первый. Встречай право! Еще! Работай! Работай здесь! Лариса! Ну здесь! Вот так! И ручкой давай! Вот так! Ножка! Ножка! Оторвалась это! Заканчивай сливом! Держись. Сразу! Собой, раз, два, Соберись! Оторвалась! Треть! Руки собери! Не отпускай, Зуля, не отпускай. Войди в клич! Красавец. Лариса, заверши, потом разорви резко слив. Давай, сейчас слива. Фу, ты мало уже, да? Постоянно фото себе там. Мало уже. Надо новые фото. Не вяжись! И ножка! Попала ногой заканчивай! Да не бутузься, разорви ногой! Все, Максим! Работай! Правый, правый! Раз-два! Разорви! Единогласно победила Кутюсова. Явно. Добивай. Красное слово в мастер спорта международного класса Кутюсова Россия, Москва. Синий Глорика, Славинская Ольга, мастер спорта международного класса, Павлова. Я не знаю, а в лигу викнешь. Дай, снимай.
Хорошо, вчера не дали, говорит, бой с зимой. В итоге. Красную голову Карина номер 2, которая Исаев. Мастер спорта России, город Невановская. Хорошо.
город Можете так не выдержать таких К выходу на региональный зал приготовился Раннему Строеву Артуру Григоряну, 15 порядок. Тот, кто не был на не знает. Кто в свое время на самом побыл. Подойдешь к нему, 30 номер вечером, что орут. Прям сегодня, что на это место. Раз нельзя никак не может, у нас уже все, мы это не так. Это идет съемки натурально. Вот отсюда эпизод очень это, короче, 300. Сейчас да все будет записано, все будет на этом. Сейчас рефери Затков, боковые судьи Судаков, Иванов, Лободин, контрольный Куликов. Да нет никаких проблем. Дело в том, что мы все подряд снимаем. Каждый пост. Согласись, что мы кассету сейчас выгнем и все это будет сниматься, а потом номер подойдешь, у нас не возьмешь. Мы кассету всех прокрутим, твой эпизод возьмешь, где его перепишешь. А вы на продажу не будете? Это на продажу. А как же даже вы это там не
В этом поединке победу по очкам одержал Юсуф Исаев. Нам придешь, мы с этой камеры на ту камеру перейдешь, да, тебе. Ну, шеф, может, тому подойдет. Гостиница советская, 250. Вот. Куда идете, вот, и меня спросите. Вот шеф, вон, гостиница. Хорошо? Кто это? Какой шарик? Шеф мой говорит, директор мой. А? Вон Россия с камерой снимает. Россия с камерой снимает. Опять та сторона. Пап. А в ринге пятая пара. Файтер весовой категории до 65 килограммов. В красном углу ринга Зульфия Узгудова, город Москва. В синем углу ринга Ирина Немецкая, Кочубейская. А понял, там не пускай, что? Там понял, не пускай бабушку. Не для свободы. Она станет ходить. Ой, жирно. Прикольно будет. Чуть-чуть не попало. Ирка, даешь часы. Не проиграл. А в красном углу продолжение боя готовится
мастер спорта России международного класса Зульфия Куртютова, город Москва. Зульфия 26 лет, 4 занимается кикбоксингом. Единственная в мире уникальная трехкратная чемпионка мира среди профессионалов по боксу, призерка первенства мира 95 года и призер Европы 96 года. Потому что она уникальная. Активному ринга продолжение боя готовится кандидат мастера спорта из села Кочубейска Ирина Синевская. Ирине 19 лет, 5 часов она посвятила кикбоксингу. 47 проведенных боев набежало 45 побед. Является призером чемпионата России в городе Пермь. Тренируется под руководством Шевелюгина.
после вылезли. Косы поправить надо. Ложится на удар. Сейчас у женщины вчера там тоже под раздачу попробовал. Вот так сделать, как по-другому. Но у меня-то, конечно, А в этом поединке победу и звание чемпионки России завоевала Зульфия Кутбюсова, Москва. Судья международной категории, заслуженный тренер России Мельцер Марк Ионович. Первое место и звание чемпионки России 1998 года завоевала Кутбюсова Зульфия, город Москва. Второе место заняла Синецкая Ирина. Ставропольского края. Третье место Лавинская Ольга, город Ставрополь. И Платонова Маргарита, Республика Саха. Маргарита. За подготовку чемпионки России ценным подарком награждается тренер Мельцер Марк Ионович. Лошадь подарили. Сейчас карьеру
Тирана, Кроация.
Udova Tomas Angarev. Next match, bring up. Я так вроде нормально, я думал, что выиграет. В самом конце. Ну, что ты его боксировать, а почему? Дальше вроде не было. Ну, что, все равно. Лучше хабани.
It's time for the main event. Budweiser, the king of beers, presents USA's Tuesday Night Fights. Scheduled for 10 rounds, Tracy Byrd versus Sofia Kudakova. Two women's world champions collide for the IFBA lightweight crown. Tracy Byrd is one of the more familiar women fighters on the Tuesday Night Fights. Making her pro debut here 2 years ago, she's gone on to win her first 8 fights, including the IFBA lightweight crown. Tonight, she's after her second title defense against a no-nonsense, straight-ahead challenge from Russian fighter Sofia Kudakova, who holds a world title in another ranking organization. But Tracy Byrd brings to the game something other women can't buy: the experience of growing up in a fanatical boxing family. Father Joe, former U.S. Olympic coach, and 5 boxing brothers. I think a lot of women that I've seen have started off either in kickboxing or are just new to the sport, whereby I've been around it ever since I was 8 years old. I've sparred with my brother Ronnie, preparing him for fights. I've even sparred with Patrick and Chris prior to them getting bigger in weight. So I've been around it for over 20 years. And a lot of people look at my record as 8-0, and they don't realize that I have been boxing for 20 years, even though I haven't fought competitively. But with my brothers, that's competition enough. And Chris Byrd thinks that Tracy is the toughest of all the birds in the ring. Well, you know, my little sister's probably the toughest of all of our family. But I think her being a little sister and her having all those brothers, she had to fight for herself. But she's really developed into a nice little fighter in the ring. We saw her first fight, and it appeared at that point she had a ways to go. And now 8 fights into her career, and she's developing herself as one of the best young women's fighters in the game. Yeah, terrific style. Her father, Joe, was the 92 Olympic coach, so he knew how to school her in this thing called boxing. She is a wonderful fighter. She has some great skills, good combinations, and she realizes that she has to set everything up with a jab and different attacks. All right, let's take a look at these 2 fighters on the tail of the tape. Byrd at 5'4", 132. Kudasova at 5'6", 134, and has that reach advantage. The IFBA championship rules for this fight: standing 8 count and the 3 knockdown rule, both not in effect, and you cannot be saved by the bell in any round. And again, this is a scheduled 10 rounder. Here's the blackboard. This week's Boxing Blackboard is brought to you by Meineke Discount Muffler. Tracy Byrd's strengths, only 8 fights, but she does have good gym experience. Her style is one of the best in women's boxing. Her weaknesses: Tracy is so good, but she lacks competition, and she may have grown bored. Better not against Sofia Kudasova. Her strengths: good style with many punches. Sofia's weaknesses: only 16 months boxing. She is inexperienced. And European style, very defensive, tough to win titles, just with defense. Tonight. Here we go, lightweights, 10 rounds for the IFBA Lightweight Championship of the World. Our judges for this title bout: from Langley, New Jersey, Ed Leahy; from the Bronx in New York, Luis Rivera; from Fort Lee, New Jersey, Eva Shane. Our referee in charge, from Patterson, New Jersey, Ed Johnson. In the red corner, the challenger, wearing black and gold trunks. She weighed in at 134 pounds, all the way from Moscow, Russia. She comes into the ring with a professional record of 3 wins, 2 losses, 1 win by knockout: Sofia Kudasova. And in the blue corner, wearing black trunks, at 132 pounds, from Flint, Michigan, USA. Fighting out of the Joe Byrd Boxing Academy, she's undefeated in 8 professional bouts, with 4 of her wins by knockout. The IFBA Lightweight Champion of the World, Tracy the Lady Byrd. Welcome to the center of the ring, please. In the bell rings from our fight. Thank you, please. Good luck in victory. 33-year-old Tracy Byrd, who turned pro 2 years ago,
Flint, Michigan police officer for the last couple of years. Spent 8 years before that with the state police, Capitol Security Unit in Lansing, but last couple of years moving back home. She's a single mom, 9-year-old son, Stephen. So she brought Stephen and herself back home to help out in raising her son and also continuing her career in the police force and in professional boxing. And now she defends her IFBA lightweight crown against another world champion. Kudasova is the IWBF world champion, rival organization. And this is for Tracy's title. Tracy, though, her style is actually brawler. Get it on. 2-minute rounds, get in there and bang and get it over with. She has been working a bit on her defense of Chris, and she says she has the punching power of Patrick. Though she admits, I like to get it over in the first round. I go for the knockout every round. Patrick, junior middleweight, and that's who Tracy does most of her sparring with. Patrick Mazak in the corner. Chris is lurking somewhere here at ringside, and we're going to get him in to join us. Probably pacing, a little nervous. But it's Kudasova, the bigger of the two fighters in this one, and she feels that she gets stronger later in the fights, but she's going right at it here in round number 1. So far, the American champions have retained their titles. Jill Matthews has done it against an English fighter, and Jolene Blackshear has done it against an English fighter, both stoppages midway in their fights. And now it's Tracy Bird, the American, going up against the Russian Kudasova, 26-year-old out of Moscow, who was a kickboxer for 4 years. She won her title in January here in Atlantic City, then defended in March back home in Moscow. Ringside heavyweight contender Chris Bird, who also grew up on the USA Network and returns here in 2 weeks against Corey Sanders of Maryland, and now more nervous than we've ever seen you in any of your fights. Most definitely. I'm very nervous for my sister. Why? I watch her train. She's a good boxer. I just want to see her execute everything she did in training. And what did she do in training that she's not executing? Stepping with her jab. She's waiting a little bit too much and reaching a little bit. Trying to feel out Kudasova, right? Oh yeah, European style. It's kind of difficult to figure out, but I think she'll be okay. Yeah. Well, she's doing a nice job. Away from the power that Zufia has. Zufia Kudasova. And what have you figured out about Tracy's opponent so far in just 2 minutes? She's a little awkward with the hands sticking out in front, but she's coming right into Tracy's punches. She's coming straight ahead. Right into the bird nest. Oh yeah. And I think she can't fight going backwards, so Tracy just needs to step with her jab a little bit more and step the combination. Punching up like that, do you think Tracy's a little apprehensive moving in? Yeah, just a little bit, just because she's reaching a little bit. She's like that. Yeah. But once she get her combinations flowing, I think she will do a good job of getting in. Tracy talked about she has no amateur experience, but 20 years of fighting in the Bird boxing family. But we saw in fight number 1, you were there when she made her professional debut. How far has she come, and in what way has she improved in her first 8 professional fights, now a world champion? Just confidence. That's all she really needed. Just getting in the ring and actually getting fights under her belt. She's been boxing for a long time. She sparred with us when we were younger, so she knows the game of boxing, but actually getting in the ring and doing it is a different thing. So just getting her confidence up and getting more experience under her belt. So you've sparred with Tracy? Is that right? Yeah. I sparred 1 round with her for this fight. Yeah, and who wins those matches? I'm a little bit bigger now, so I'm getting the best of her. All right, well, Tracy's 33, you're 27, so at one point you were... she was kicking my butt at one point. She was much bigger than you. Yes, she was. Right? When she was 7, you were 1, you were sparring together. Yeah. She's getting tagged here in this round. Good round for Kudasova. Tracy better come back. Yeah.
Mission Control. Well, welcome ringside. USA's Tuesday night fights, and it's all women's night. This is the third of 3 world title fights, and this is a good one here, scheduled for 10. Tracy Byrd takes her 8-0 record, and her IFBA lightweight championship puts it on the line against the Russian fighter Zofia Kudasova. And after 2 rounds, Chris Byrd, Tracy's brother, joining us here, heavyweight contender, who is ranked number 9 in the world by the IBF, watching your sister here in the ring, and also in between rounds hearing your father, who was very vocal between rounds. Oh yeah, most definitely. Just telling her, don't reach with her right hand, and spin her when she get on the ropes, and throw more combinations, because she look a little sluggish, but she needs to work on more combinations. Chris, he also is asking her to use the angles. Why is he asking her to do that? Because Kudasova's coming straight ahead, and she uses her angles. She can trap her into a lot of traps and set up certain combinations. Yeah, Kudasova more a straight ahead fighter, whereas Tracy likes to get on the sides and moves around, bobs and weaves. And I think she's fighting more of Kudasova's fight by trading with her and not setting up the certain shots. Chris Byrd, your style very unique, much finesse, very frustrating other fighters. And here's your sister, a straight-ahead brawler. How did that happen? I guess she was beating us up when we were younger. A lot of times, a lot of fighters, they go with whatever their sparring partner does not have. They have to use the exact opposite to play off the sparring partner. And all of her sparring partners, more boxers than brawlers. Tracy's. Looking ahead for another round against Zofia Kudasova. Chris Byrd, we're off next week. We'll see you in a couple of weeks against Quinn Navarre. You're now 27-0, ranked number 9. What does this fight represent for you? Just boxing and getting another win. That's why I want to keep busy and get closer to the heavyweight title. And we've moved Sean now into the corner of your sister. He's going to get a couple of words with your dad as we move here into round number 4. And you seem to be getting even more nervous as this continues. When you started this fight, the planning stage with Tracy, what was the fight plan? Where did you think it would be here in round number 4? It was still going on. Just like this, we knew Kudasova was a tough girl, and Tracy is a warrior type boxer. So tell me when. I think she, it's a good point. I know she's in great shape, so she can do that. Chris Byrd joining me here at ringside. Champ now in the corner with Papa Joe. Champ? Yeah, I'm actually over here in the bird nest now. Papa Joe, you want for her to back up Kudasova. Why? I wanted to back up usually the Russians and other European boxers can go back. They can't box without going back, but they're tough coming at you. So if she's a little girl, if she's moving back, she's going to have to try to stay close where she can get her punches inside. Well, there's a nice right hand from her. She's giving a lot of respect to Kudasova. Why is she doing that, you think? I don't know. I think it's from the success she's been here, the talking about it. And she ain't getting off like she should. But I think she'll pick up from the 6th round on. With this crowd yelling USA Network, help her? Yeah, I think that's going to help her. Even helping her hate her, running through. But she ain't getting off like I want to get off. I got to get her fired up in here. What are you going to tell her at the end of this round? You got a short time here. Yeah, I'm going to have to tell her she's going to have to come on now and she loses this fight. And make her try to get her piped up to come on and start to put them together. More punches from her and keep her ropes back off the ropes. All right, Joe. Al? And that just about closes out round number 4. Zofia Kudasova. There's a novel piece of equipment. Yeah, with her biggest fan. A spray fan. That's perfect. If you know what you hear, we could use a few of those. So you're down anyway. Come on with it, okay? Let's go now. You're losing the fight.
Would you agree with that? Yeah, well, it's a very close fight right now. It shouldn't be this close. But it's only 4 rounds down, 6 rounds to go in the scheduled 10-rounder. Chris Byrd joining us, watching his older sister trying to defend her IFBA lightweight championship. And with Tracy, Chris, she hasn't fought in 8 months. Had a couple of fights fall through, and perhaps trying to fight through some rustiness and the frustration of having that happen to her in the last 8 months. Oh, most definitely. I mean, I've seen her train for her last 2 fights, and she's in very good shape, but it mentally drained her when the fights fell through. So, I mean, she's been off for 8 months, and now she's coming back to fight. I think it is a little rust on her. Kudasova's very good, too. Yeah, most definitely, most definitely. So that makes it even harder for Tracy to get off if she do have rust. Tracy has to punch up to her. She's taller. She outweighs her. A little bit longer reach. Physically probably stronger than Tracy. Tracy has to utilize her speed and her movement. But this is the time of the fight where she should pick it up. Yeah. And she usually pick it up too. She's always in good shape. Yeah. But it was Kudasova who said her fight plan was to take control early, but then really pick up the pace in the 5th round, and that's where we are here in this 5th round. Yeah. She said she's in tremendous condition for this fight. So it should be a real interesting fight the rest of the way. Kudasova, we have her record as 3-2. She claims 8-2. Of course, so difficult to get a grasp on the women's record, especially fighting over in Moscow. But of the 5 fights we have for her, 3 of them have been 10-round women's world championship fights. So she is certainly an experienced 10-rounder, and at this point looks to be the best opponent that Tracy Byrd has faced. Yeah, very tough kid. Well, good luck to by Tracy. Yeah. Again. Left again. 5 rounds down, scheduled 5 to go in this 10-rounder, and a chance for us to remind you that this Sunday night, deadly computer virus may wipe out Section 1. Peter Wilson stars in an all-new episode of USA's original series, La Femme Nikita, part of USA's Sunday Night Heat at 10, 9 Central Time on USA. Now to put it over the top of the truck and put the red back on the road. This is round 6 here. You got the road. Okay, got you. Okay. You got on the line here. She's hustling more than you are. She's hustling with the whole ball. And don't pull straight back. Don't pull straight back. Step off on the side. Papa Joe, you see Mama Rose leaning over through the ropes. Step off on the side. We're whispering Tracy's ear. You got the one thing. Total family in the corner. That's explain that 1-2 combination of your dad and your mom working your corner. Well, it's good. My father, he knows boxing real well, and he gives great instructions. And my mother just whispers certain things in your ear to motivate you. And she's more of a motivating tool in the corner than anything. Should have some cookies and milk up there. Yeah, I wish. Well, she can for you because you're a heavyweight. Yeah. Cannot for Tracy. Yeah, I probably could eat between rounds. Sitting and watching you fight. Sometimes you can eat while you're fighting. Chris Byrd makes it look very easy. And we'll see Chris Byrd in a couple of weeks against Corey Sanders. Win the bar. And Corey Sanders coming up the following week against Andrew Golota. Unless, of course, you want to just face Golota. Yeah, hey, I hope so. I mean, hopefully after this fight, he fights a week later, we can get it done. We should just get Golota on the fight phone right now. Just go to that. Oh, yeah. Just go to that right now. Get into matchmaking ourselves right here at ringside. Or Corey Sanders. Keep it up. Sign up and line up. Well, whoever did the matchmaking in this fight put 2 good fighters together, evenly matched so far here in the round number 6. Very skillful match. Both fighters real respectful of one another. Kudasova got into boxing watching Muhammad Ali. Went into kick fighting after that. Just progressed into boxing. Boxing as a pro for the last 2 years. And Tracy Byrd got into boxing watching Chris Byrd. Maybe I got into boxing watching her. Very Muhammad Ali
we like. Inside the final 10 seconds of round number 6. And a good one here for the lightweight crowd. Along with the champ, Sean O'Grady. Also, Chris Bird joining us, heavyweight contender, watching big sister, Tracy, in the all-black apparel, going up against Russia's Zofia Kudasova in the black and the gold. And they have been battling it out through 6 rounds. Here heading into the 7th, and this is basically what we have been seeing so far. This has been one tough fight for both of these young ladies. Kudasova, 26 years of age. Tracy at 33. From the Boxing Bird family. 5 boys, 3 girls, all the boys professional boxers. And Tracy, for her, she just had to wait for the opportunity to come to get into boxing. She said she was basically, it's part of the family, getting in the ring with you, and did it more as a fitness type of a thing. And then the window of opportunity opened by Christy Martin, who Tracy does give much credit for. Oh yeah, I mean that's how it started for her. She's seen that, and she went to my father and said she wanted to box then. She seen Christy Martin fight on TV, and she knew she had the skills to compete with any female boxer in the world, and then took off from there. Yeah, Christy really opened up a lot of opportunities for women, but look how Tracy Bird now is scoring. When she lands on Kudasova wobbles just a moment. She loses concentration, loses focus. Bird's got to put the combinations together. One shot, you hurt the opponent, but you got to put them together to put them down. Kudasova is tough and putting the pressure on now on Bird. These rounds now starting to fly by. 7 down, 3 to go. That's the World Championship fight. Round number 8, Tracy Bird in defense of her IFBA lightweight championship, taking her undefeated mark into the ring, 8-0 against hard-nosed Zofia Kudasova from Moscow, who's made the trip to try to take this title away from Tracy. And this has been the most evenly matched of the 3 championship fights we have had tonight. Jolene Blackshear walking all over Sarah Hall. Same is true for Jill Matthews in her victory over Lisa Houghton earlier tonight. TKOs for both of the Americans in those fights. But now it's Tracy Bird really grinding it out against Kudasova. Kudasova fighting back. Bird has her moments though, but Kudasova trying to wrestle up, trying to use her muscle, laying on Bird, but wear out her legs. So the Chris Bird here with us at ringside. Now in between rounds you were signaling something across to your brother Patrick to tell Tracy in the corner. What exactly was that? What are you saying? I'll tell you, pick it up. It's only 2-minute rounds. We go 3 minutes in the gym. And she's getting a little lazy in the ring right now. These are the rounds she usually pick it up in and really take control of the fight, but she's letting Kudasova take over and push her back. She needs to be making Kudasova go backward. So she trains 3-minute rounds. Would it help her to train 2-minute rounds? Because she's used to going 3, right? Yeah, she is. She goes back and forth. 3 minutes some days, 2 minutes other days, but to get her in better shape, the 3 minutes does help her. As we come to the end of another round. 8 down, 2 to go. Ringside in Atlantic City, and this is going down to the last couple of rounds. We'd like to thank Chris Bird for joining us through much of this fight, and he is now left ringside and just pacing, watching the rest of this fight. Hard for him to actually sit here and talk about it, and especially because Zofia Kudasova, the challenger, taking it to the champion, his sister Tracy Bird. And it's Kudasova, who is the fighter who has the reputation of being stronger later in the fights. Punch in there, come on, punch out.
Kutasova felt that she thought that Bird would tire in this one and she'd come on late. And now just pushing and shoving at the line of scrimmage. Good uppercut from Bird. See the strength of Kutasova. Bird trying to air out that right hand. Really picking it up this round is Bird. Oh, good right hand from her. She had a good left hook a little bit earlier. Tracy Bird has always actually been the athlete of this family. Very tough in college. She ran track. She played hoops. Grand Valley State University in Allendale, Michigan. And there is Chris Bird now in his new location. Watching on. Bird's eye view. Yeah, he certainly has. But very antsy as he watches his sister pounding away with Sofia Kutasova. Good fight. Kutasova really putting the pressure on. Bird fights back. Now fighting out of desperation, perhaps. With one round to go in this one. Her title. And a chance now to take a look at our Power Punch of the night. Brought to you by Budweiser. Fresh, pure, natural, proud to be your Bud. And we go back to one of the earlier championship fights. Jolene Blackshear putting up. Twins now. That's pretty neat because we get that part of the publicity that nobody else is going to get. And we get, we've been getting put on the shows more together, so we're making more money at the same time. We can be with each other as we're fighting, you know, and help each other get through this. I think it's pretty neat. I agree. I think it's one way we can see each other because we live in different states. So it's always nice to have a little vacation to go see. Do you guys see each other more at fights than you would then socially, or how does it work out? Yes, we do, because really that's the only time we see each other is at fights because we live in different states. Now, how about when you were growing up? Did you guys ever think that this would be happening in your lives, that at some point you'd be on fight cards together and pretty much maybe doing what you were doing when you were kids? No, not right away until we started in karate and stuff when we were little, and then we figured, yeah, because we were together all the time. Dora, were you surprised that you guys ended up being at this stage of your life together? Yeah, I do in some aspects because we started boxing, and she was boxing 20 years ago. I started boxing about 14 years ago, and boxing had picked up then, and then it died out for a long time, and everything kind of went its own directions, and now it's all back together, and here we are. This is the second time that you're fighting on the same card together. The first time you guys were placed behind each other directly in fights. Now, what was it like going and watching your sister fight, and you had to go there right after that? Well, it was very nerve-wracking because I hadn't seen her in a couple years, and I'm going from the dressing room, I'm running to the ring, go, Cora, go, get go, running back to the dressing room, going back, you know, every round. This was for 10 solid rounds. You know, and I had a real tough fight coming up, and I won that one fight, by the way. And so it was hard. This time they put a fight between us, so, you know, we wouldn't have to go through that. Cora, I guess maybe you had the easier part there. You were done, then you could go watch your sister. Yeah, actually I worked her corner, so I just threw a sweatshirt on and went out and worked her corner with her. Stayed right there with her, screaming at her every way. Are you guys at all surprised at the exploding popularity of women's boxing now, or had you believed it would be coming? No, we believed it would be coming. It'd be even more better once they get Lucille Riker and Christy Martin fight out of the way, because then we'll get the respect and the publicity and everything that we deserve for working just as hard as they do, and neither one of them fight as much as we do. Do you sense a little bit of a frustration in the women's boxing community that most of the publicity has gone to a couple of people? Yeah, I see it in a lot of the women fighters, but you know what? These two girls got a lot of it going, so, you know, I'm not complaining. I'm glad they got what they got, and we're on our way right behind them. Now, what will it take to make women's boxing bigger? What is the ingredient that's the key to the longevity of women's boxing? Well, we've got more to make believers out of more promoters, more people. You know, men and women, they have 2 arms and 2 legs. Come on, let's put the gender out of the way. We could do just as good a job, if not better, at all times, and then the men can. And talk about the scouting report that you guys have shared here, that you guys are fighting the same opponents. Now, how does that work out for this fight?
Well, that works out pretty good because when I heard my sister was fighting the girl I beat in Russia, I'm like, okay. I sent her the fight tape. You know, she's got tape. She's studied it. She's not going to have a problem with this girl. Hopefully she'll put her to sleep in outside of 4 rounds. What did you guys find out from your scouting report? Oh, I learned a lot. She's tough. I'm not taking her lightly one bit because every fight is different. Styles make fights. So I'm looking for a good match. And I predict a victory. And I'm not going to say what round or KO. I'm just predicting victory. So the Webbers here at the Tropicana, and Beverly Shemansky will be getting ready to tee it up with Deidre Gogarty. Later on in the competition, we've got Cora Webber will be fighting Zufia Kudasova. That will be straight ahead. And there is Webber giving you the good look, and she's warmed up. That's what you like to see. Get the sweat moving so that when you come out here you can fire. Sometimes we've seen fighters come out not warmed up and then they get caught. And of course, Zufia looking for revenge for that loss to Cora's sister Dora. She's going to come out strong. And before that piece, you heard ring announcer Eddie Darian announcing the program. That's not just for the people here. If you'd like to get a copy of the program, that's also capable. That can be done by contacting the promoters. One reason why you saw it there. Get a piece of history if you couldn't be at the fights tonight. So, Just general questions. That's why I want to... there is Webber coming into the ring there, waving to the crowd. The more soft-spoken of the Webbers. Of the two. One way to tell them apart. Kudasova 29, Webber 39. The height very similar. Kudasova 4 pounds heavier, and the reach to Webber substantially by 7 inches, and how she utilizes that will determine her victory status in this bout. And there is Kudasova, 10-2, 4 knockouts, nice record, and Cora Webber with 5 knockouts, 13, 3, and 1. And there is Kudasova from Russia coming in here trying to get a big victory on foreign turf, make an international name for herself, and Cora Webber, all business. Kudasova's had most of her fights in Europe. We haven't had much of an opportunity to see her live. She's had approximately 4 fights there this past year she's been active. That's why these fighters take a step up. They want to get to the next level. So we're ready to go for the formal introductions. Let's go to Eddie Darian. Ladies and gentlemen, this next bout is scheduled for 10 rounds, and it's for the vacant IWBF Lightweight Championship. Our judges, Eva Shane, Miss Jean Williams, and Melvina Lathan. Entering at this time, the man in charge of this scheduled lightweight championship bout is referee James Condon. Now, my good friends, introducing the principals. First, in the blue corner, wearing the solid black trunks. She tipped in at an even 132 pounds. Now, this young lady has 10 wins, 2 losses with 4 knockouts. All the way from Moscow. Ladies and gentlemen, and a nice warm welcome for Zofia Kudasova. And her opponent in the red corner, wearing the red trunks with the blue trim. She weighed in at 128.5 pounds. This young lady has 13 wins, 3 losses, 1 draw, with 5 knockouts. From Ocala, Florida, ladies and gentlemen, here is Cora Thunder Girl Webber. Ladies, I caution you again, protect yourself at all times. Good luck, and may the best lady win. Touch gloves. Have a nice fight, ladies. Back to your corner and await the bell. Seconds down. There is Kudasova and Cora Webber across the ring, ready to go. Good jab by Webber, starting it out. Takes her right hand. Kudasova with the jab, and they give the impression they're going to go right at it. What else is new on this card? That's right. Kudasova with a typical European style straight up boxer.
which Four is more. not a power position. When the European fighters come over and they get in the hands of American trainers, you'll see more lean, Let her go. and they'll try to get more leverage into their shots. Break, queen. Dora is more of the technician of the two sisters. Dora is not as much a technician, so we'll see how Kudasova handles that. Keep them up. Weber showing you the jab, the first person on this card showing you that. You'll see a little bit of everything here. Good technical skills. Lucy, you said that in the open about the technical skills of Cora Weber, and she's showing that here. Absolutely, and she's 39 years old, 20 years of ring experience. She definitely is very polished as a fighter. Cora Weber willing to be quite patient as she fires a left hook in there against the stand-up style, and she will have a lot of room to go to the body. Something else we haven't seen a lot of tonight, Dave. Very rare, but I think when the women look back on the tapes of these fights, they may do it more in future fights as Kudasova lands a nice combination on Weber. Kudasova with age on her side, if she gets this fight deeper, maybe she'll have more left. Or will she need to make it go later? Kudasova putting some pressure on Cora Weber. At the end of round one. Kudasova really doing a nice job at the end of round one. Started slowly, but then got the combos going, and hey, she didn't turn into those punches like a European fighter. No, she didn't. I think she hurt us, whether she speaks English or not. Good rights here. She had a couple nice body shots, too. Watch the hips. That is where the power is generated. And Zofia Kudasova doing a nice job there of cornering Weber and then capitalizing. And all Weber could do was cover up. Seconds out. So we start round two. Let's see if Zofia Kudasova carries that momentum from the end of round one over, or if she buys some time and tries to pace herself in this long fight. As we said earlier, many of the women on this card are going into places they've never been with 10 rounders. These girls are a little bigger than the two previous fights. Weber coming in here as the title holder. We mentioned all the New Jersey rules applying here to the title bouts. Wait! Wait! Let her go! Well, a little bit of football. First and 10 for Zofia Kudasova. As they tackle each other to the mat. Weber fires the right hand. She's trying to get things going behind the jab here. There's a couple nice examples of it. And Kudasova waiting and then trying to tee off. We've seen in these 2-minute rounds a lot of action thus far in the card. And we're seeing a little bit more of the refined scholarly look in this one so far. Yeah, not as much wild aggression as we saw in the last fight. They're showing us jabs and defense. What's their problem? What, do they want a long career or something? There they are. Weber with the jab. Kudasova going inside and shaking the glove. And Weber warned for hitting behind the head, and we suspect that James Condon may be a little bit on the busy side in this fight. Good right by Kudasova. Wait, let go. Time. Let her go. Let her go. And tying up here by Cora Weber. She could lose points for that over the course of time as the round comes to a close. Cora Weber coming right into your living room. And here is Hanson Leonard. Well, here's where we saw the fumble. The headbutt. They go down, little throw down, and this was the beginning of some tactics in which Cora Weber was warned
for holding, hitting, throwing, tossing, and all other non-pointing abuse. Excuse me, please knock off the holding and hitting. And she's being warned again. She's pushing. By the way, guys, the New Jersey State Athletic Control Board prohibits the use of... There in the corner of Kudasova. It looks like they're very happy with the way she's performed thus far. We start round 3. We mentioned New Jersey rules here. And in women's bouts, main difference is the 2-minute rounds and also a pregnancy test all women have to take prior to partaking in the action. Third round here. There is one major difference. I was at one once in which the woman said, I want to test her for gender. They said, wait a minute. We can't test for gender. Would not go over too well. No, I don't think so. Kudasova seems to be a very confident fighter. Kudasova waiting to be patient. Weber trying to set things up behind her jab. And then when the jab did not work, she tried to buy a little bit of room by tussling on the inside. And if the referee doesn't intervene, you'll get away with that. But she found out that referee James Condon is going to be one of these referees that will not tolerate it, so she may have to change. As always, it's not a foul if they don't call it. Right. Weber trying to put the right hand behind the jab, and there is an example of it. Goes to the body. Neither fighter is getting cheated offensively. And this time it's Kudasova who holds. She had a little low there. I warned her for that too. Kudasova may figure she's got a couple of holds coming to her without a penalty. Something how fighters let her go. Have that tally in their mind, and Kudasova holds again. When in doubt, hold. That's been the theme so far, aside from good jabbing by Weber and good power by Kudasova, as round 3 is about to go into the book. Cora Weber good for the extra theatrics with the stare. No love lost there. She doesn't give me the big talk, but she's good on the looks. Kudasova with the same stoic expression he has worn the entire fight. Cora Weber complaining to her corner about the material, the clothing of her opponent there, and here she's trying to create her own material on the inside, scoring material with the judges. Nice flurry by Cora. Seconds out. 4. We're ready for round 4. 4. Let's go. Seconds hustle. 4. Back to your corner. Back to your corner. 4. And Zofia Kudasova coming out. Cora Weber, who had a good third round in the red trunks. As we've had what could be described as an animated chess match thus far. We've seen flurries of activities, but two school veterans studying each other. We've seen each try to hold. We've seen a little bit of everything. Glad you've joined us for Ladies' Night Out, an historic occasion in women's boxing. This is Dave Fontempo along with Lucy Jones and Jack McCaffrey from the Tropicana showroom in Atlantic City, New Jersey. Let her go. Let her go. Fighters from 4 countries in attendance, and also in attendance here, Lucia Riker. We talked about her earlier. And when one of the top names who's not on the card wants to come and see what's happening, that says a lot about the card. Absolutely, and she is one of the top names in women's boxing. They are calling for Lucia Riker to fight Christy Martin. Christy Martin, truthfully, has been the one ducking at this point. Let her And go. Kathy Collins, well aware of that, in our main event with Andrea Deschamps. Both of them would like to propel themselves into the big mix.
So we're seeing a card not only with implications for the fighters tonight, but implications down the road. For matches to be made, and of course Kathy Collins has to get by a tough fight tonight. Blake, let her go. So don't be surprised if you see Lucia Riker on some of these cards. Very active fighter and exciting. She's fought some of the people on this card. As round 4 comes to a close, Weber and Kudasova. Let her go. Going at it. And of course, we mentioned at the top, this is all in the family. Cora Weber fighting, and guess who's getting a look at it? Let's go to Jack McCaffrey. Jack? I'm in the locker room with Dora Weber, Cora's twin sister. Dora, what do you think? How's your sister doing so far? The last 2 rounds with my sister, she got to stay calm. She's got her jab going. She faked that jab, throw that left hook. She's going to lay that chick right on her butt on the canvas. It seems like you're having more energy expend here in the locker room, and some of the other fighters are telling you, save it for the fight. You're up, you're down, you're very excited about this one. Yes, indeed, man. That's my sister. I love her. I want to see her kick that girl's butt and bring that title back in this dressing room. Also, a little bit of a revenge factor tonight for the Weber family. You had an opportunity to fight that Russian before, so what do you think? Is it revenge in this one? Oh, well, I beat the girl. I mean, unanimous when I fought her in Russia, but my sister's finna bring that belt back in this dressing room. And do you usually get a chance to watch your sister fight? I haven't. The last 2 cards we've been on the same card together. But no, unless we get tapes of each other's fights. Do you feel the punches when she feels them? Oh, yes, indeed. Yes, you don't know. You hear me carrying on like a fool back here? Okay, thank you, Dora. All right, you're welcome. Back to Dave. Thanks, Jack, and we get some honesty from Dora Weber about what she wants her sister to do and bring that belt back in here. I talked earlier about the scouting report by both. Of course, Dora Weber beat Kudasova, and she also beat Jane Couch, who she fights tonight, so it seems like everybody's after her. That's right. They're after her, they're after her sister. It's like the Hatfields and the McCoys. They can't get to her, they want the sister. Let her go. Let her go. And of course, Cora Weber telling us that the way the sisters had to describe the... Сейчас звучит музыка, вот мне интересно, она будет такой же агрессивной или все-таки лирической, какой-то женственной, поскольку мы впервые сейчас, сегодня, в сегодняшнем нашем большом, огромном, уникально большом 3-часовом репортаже будем приветствовать на ринге очаровательных девушек, не тех, которые носят здесь по рингу таблички с номерами раундов, очень красивые девушки. Кстати говоря, все американцы, которые приехали, увидев этих очаровательных девушек, моделей профессиональных, перед началом боев сказали: о, может быть мы не будем боксировать, а может быть мы познакомимся с русскими девушками. Но я говорю о других, я говорю об американке Гвен Смит, я говорю о россиянке Зульфие Кудюсовой, потому что сейчас нам предстоит увидеть 10-раундовый титульный бой за звание чемпионки мира по версии IWBF между Зульфией Кудюсовой, защищающей свой титул чемпионкой, и американкой Гвен Смит. Мы встретились с обеими участницами перед началом сегодняшнего боя. Вот их персональный рекорд, как говорится, данные. 7 побед, 2 поражения у Кудюсовой, 7 побед, 4 поражения у Смит. Как видите, по количеству боев Смит чуть-чуть более опытна, но она гораздо дольше занимается боксом, чем Зульфия Кудюсовой. Мы встретились с ними, взяли у них короткие интервью перед началом этого боя. Как они пришли? Как они пришли в бокс? Это такой спорт, к которому надо относиться очень серьезно. Все боксеры — это хорошо натренированные люди, все они стремятся быть самыми лучшими. Это очень серьезный конкурентный вид спорта для женщин. А начала с того, что пошла заниматься общей физической подготовкой, следила своей формой. И брат моего тренера однажды сказал, что у меня очень хорошие данные, а он был тренером по теннису. И так я пошла далее, и теперь я перед вами. Я не знаю, может быть, вот в связи, допустим, с этим мероприятием, с этим боксом, который здесь проводится, может быть, как бы я на это повлияю, может быть, действительно он будет популярен, женский бокс. Действительно придут девчонки и будут заниматься.
звание чемпионки мира. Некоторые из профессионалов бокса, которыми я виделся сегодня перед началом здесь, говорили, что это очень хорошее зрелище. Ваше мнение, Арзубек Назаров, как чемпиона мира среди профессионалов? Если как женщина, я вот пообщался с Зульфией, очень обаятельная, так, очень умная такая, приятная, действительно приятная женщина. А вот как отношение мое к боксу, я не приветствую женский бокс. Спасибо за откровенность. Ваше мнение, Владимир? Но я его никогда не скрывал. Я вообще считаю, что женщины для бокса не предназначены. Не потому, что они не умеют боксировать. Женщина не предназначена для того, чтобы ее били. Но раз уже мы сейчас подошли к такому моменту, когда девушки выходят на ринг, то, естественно, сердцу не прикажешь, будем болеть за Зулю. Тем более что, да, я с вами полностью согласен. Я считаю, что женщина не предназначена для того, чтобы ее били, чтобы она приседала со штангой, чтобы, мне кажется, она прыгала с шестом, почему-то я это не приветствую. Но уж раз сегодняшнее мировое олимпийское даже движение сегодня работает по новому правилу. Новые виды спорта будут приниматься в олимпийскую программу только если ими занимаются и мужчины, и женщины. Я очень боюсь, что нас всех обвинят в мужском шовинизме. Но мы были откровенны, за это нас нельзя упрекать. Такая очень застенчивая девушка, и глядя на нее, согласно с вами, Арзубек никогда не скажет, что перед собой не то, чтобы там занимающиеся боксом или единоборствами дама, но еще и чемпионка мира по одной из версий. Грэнд Смит уже давно здесь на ринге, это было противное достаточно секунды ожидания, но что делать, она претендентка, а defending чемпион, защищающий чемпион. Да, верно. И кроме того, не надо забывать, что женский бокс, профессиональный бокс, я имею в виду, бурно прогрессирует. Сейчас женщины получают такие гонорары, которые им еще 5 лет тому назад не снились. Кристи Маркет, ты знаешь, да? Да. Арзубек. Куча денег, масса паблисити. Кинг просто прибрал к рукам несколько способных девчонок и сейчас делает из них звезд. В Америке сейчас ни одно шоу не проходит из женского бокса. Да, это верно. Зульфия Кудюсова, 7 боев, 7 побед, 2 поражения, 5 досрочных побед. На ринге в спорткомплексе Олимпийский, в бою против Грэнд Смит, 7 боев, 4 поражения, 7 побед, 4 поражения. Разница в возрасте, хотя, в общем, да, возраст там и не предмет для обсуждения, но поскольку все-таки речь идет о спорте, то мы не можем обратить внимание на этот факт. В остальном данные, в общем, совпадающие. Зульфия показывает зрителям свой пояс, правовладелец, которым она будет защищать сейчас. Хотя, между нами говоря, это должен был бы сделать ее менеджер, правда? Да, не она сама. Пояс. Или кто-то из тех, кто помогает. Чемпионка мира по версии IWPF Зульфия Кудюсова проводит официальную защиту своего титула. Формула боя 10 раундов. Судья в ринге Уэйн Хэтчбэк. Супервайзер представитель IWPF Джон Коллинс. В синем углу ринга в темно-белой форме претендентка на чемпионский титул. Ее вес 61 килограмм. 7 побед, 4 поражения, 4 победы нокаутом. Северная Каролина, Шарлотт Грэнд Смит. В красном углу ринга, красно-желтой форме. Вес 60 килограмм, 7 побед, 2 поражения, 5 побед нокаутом. Чемпионка мира, Москва, Российская Федерация, Зульфия Кудюсова. Зульфия чемпионка мира в моем весе тоже. Ну, возрастает угроза. 135 фунтов? Да. Арзубек, каким образом вам за столько лет удалось, даже не бросая бокс, а просто с возрастом боксеры двигаются по весам тяжелее, а вы как были в 60, так почти в 60 и остались? А вот как раз вот этот последний 1 килограмм мне раньше мешал в любителя.
пришлось, постоянно приходилось делать его? Вот 60 именно, а вот 61, 230 для меня просто идеально оказалось. Какое счастье для боксера, когда это совпадает, да? Не говорите. Итак, Кудюсова и Смит. 3 международные версии, 3 международные женские боксерские федерации существуют в мире. Естественно, все находятся в штаб-квартире в Соединенных Штатах Америки. А в России всего лишь одна девушка, имеющая профессиональную боксерскую лицензию. И была она и выписана после того, как Зульфию пригласили заниматься боксом. Причем ее сразу пригласили провести международный бой. Но об этом чуть позже посмотрим, как начался первый раунд. Чтобы вы не сбивались в будущем, если не видели до этого женские бои, 2-минутные раунды. 10 раундов, в отличие от 12 раундов титульных боев у мужчин. Смит слева. Смит старше намного. 10 лет. И выше. Не намного. Ну, на 6 сантиметров все-таки. А это прилично в этом весе. Как бы этот бой не сложился, я могу сказать совершенно определенно. Вот этих девушек в отсутствии воли не упрекнешь. Ну, перед ними можно шляпу снять от того, что они просто вышли сюда на ринг. Я уже не говорю о мужчинах, кто выходит на ринг, а когда женщина, это уже что-то значит. Пока американка гораздо активнее в первом раунде. Но только первый раунд из 10. Вопрос еще в том, у кого просто больше сил останется. Перехватывает Кудюсова инициативу. Я подозреваю, что обычно сил больше остается у того, кто моложе. Логично. Конечно, темп они закатили с первого раунда. Да, прямо скажем. Но Зуля вообще очень целеустремленная спортсменка, будем так говорить. Я тоже не могу подобрать никакого эквивалента к слову боксер женского рода. Но она действительно спортсмен с головы до пят. Посмотрим повтор вот этого эпизода. Чуть-чуть застоялась Кудюсова, пропустила один удар, затем и второй. Понятно? Все. Значит, ты избирательный. Сама атакует. Очень внимательная девушка, кстати сказать. Обрати внимание, Арзубек, что она, в общем, держит постоянно под прицелом. Я имею в виду не ударами, но она видит противницу. Я так вот внимательно первый раз смотрю женский. А мы с вами коллеги в таком случае, Арзубек. Нет, я уже видел Зулю Кудюсову. Здесь в цирке? Здесь, да. На прошлом шоу. Тогда она проиграла очень сильная американка. Дори Вебер, да. Да. Но об этом чуть позже просто поговорим. машина была. Там кроме машины еще была разница в 4,5 килограмма в весе, о чем тогда в тот день мало кто знал. Проходит левый боковой в голову Кудюсовой. Женский бой наблюдаем. Женский бокс, дорогие товарищи и господа, кому как нравится, не знаю больше. И в этом раунде уже инициатива у Кудюсова. Впереди еще 8. Ну, кто из вас рискнет предсказать, продлится ли этот бой все 10 раундов? Давайте все-таки будем уважать участниц боя, титульного боя за звание чемпионки. Потому что сказать, что Кудюсова, безусловно, подготовлена лучше физически, и с каждым раундом это преимущество ее будет нарастать, она будет свежее выглядеть, это все-таки не уважать ее соперницу, которая, между прочим, еще через океан перелетела. Я как раз не вижу в этом никакого неуважения. Посмотрим. Осталось 25 секунд. Второй раунд. Зульфия Кудюсова защищает свой титул чемпионки, завоеванный ею чуть больше 2 месяцев назад в Соединенных Штатах. Кстати говоря, в Атлантик-Сити. Она впервые сегодня защищает свой титул. Она впервые защищает титул. Это добровольная защита. В профессиональном боксе существует такой термин. Не вам, Арсен, не вам про него рассказывать, как говорится.
Этим профессиональный бокс отличается от любительского, что каждый обладатель пояса имеет обязательную защиту. То есть бой, от которого он не может отказаться, иначе лишается своего титула. И также любой из промоутеров, из менеджеров претендента имеет право бросить вызов чемпиону. И если менеджеры сойдутся в цене, грубо говоря, в цене боя, то тогда чемпион может принять добровольную защиту. Но бой, складывается, идет по тем же самым правилам. Чемпион проиграл, остался без пояса. Посмотрим повтор. Это самое начало второго раунда. Смит, пропустив удар снизу в голову, тут же начинает атаку сама. Итак, всего 2 раунда позади. 10 раундов. 2 года назад Зульфия Кудюсова выступала в Соединенных Штатах, в Майами, в кикбоксинге. Это тот редкий случай, когда не из бокса в кикбоксинг уходит спортсмен или спортсменка, а наоборот. Наоборот. Да, и там ее увидел случайно генеральный секретарь одной из женских международных федераций, WBF, господин Финн, и сразу ей предложил бой за звание чемпионки мира провести. Я понимаю, этот американец преследовал скорее рекламные цели. Русская спортсменка из кикбоксинга впервые на ринге, сразу чемпионский бой. Но через некоторое время, осенью, через 3 месяца, Кудюсова действительно боксировала в Бельгии. Свой первый бой с бельгийкой Сомер. Сильно работает москвичка. Такой размен откровенный пошел. Не очень стесняются друг друга соперницы. Они начали боксировать так, как будто они уже когда-то боксировали между собой. Как будто знают друг друга. Как будто знают прекрасно друг друга. Получили левый боковой. Вот так. Отлично. Еще раз. Я не могу, у меня язык не поворачивается говорить прекрасный боковой удар в голову, когда речь идет о женщине. Владимир, у вас такие же ощущения? Абсолютно. Поэтому я так и замолк. Сложная задача у нас с вами, у всех троих. Арзубек, может быть, вы возьмете инициативу на себя? Да я даже не знаю, как, знаете, я боюсь неправильно выразиться. Вот как вот вы вначале не знали, как сказать, боксер или боксерка, или вот так, и вот тут же можно... Надо выбирать выражение. Надо выбирать, надо, да. Здесь это о такой тонкой материи, как дамский спорт. Хотя тут тонкая материя к боксу-то применительно, слова тоже не очень. Но проблема. Итак, пока, если так будет продолжаться бой, вернемся к чисто спортивной терминологии, если так будет продолжаться бой, то американки, конечно, не выиграть у Кудюсовой. Да, сейчас темп, весь инициатива боя, бой владеет Кудюсовой. Еще. Она, в общем, достаточно простая девушка. Всего 3 месяца потребовалось Кудюсовой, чтобы провести свой первый бой на профессиональном ринге боксерском. Левый бачку боковой скачков. Ясно? Такой не очень красивый эпизод, прямо скажем, повтор выбрали. Суматошный такой. Не менее 2 удара по животу. Удачных удара у Кудюсовой. И свой первый бой Кудюсова проиграла. В Бельгии она его проводила. По-моему, соперницей была известная спортсменка из Бельгии по фамилии Сомерс. Бой равный, бельгийской спортсменке отдали тогда победу по очкам. Но с тех пор Кудюсова уже не один бой провела на ринге. 7 побед, 2 поражения. 5 досрочных побед. Come on, be champions, man. Take that belt home, baby. Take that belt home, baby. Get back to the center, man. Get back to the center. There you go. Boxer, touch her high, touch her low. As soon as you come in, drop the two. Bang. Touch her high, touch her low. There you обратил go. внимание. There you go. Обратили внимание ли вы тоже на реакцию публики? Да, тишина. На мой взгляд, мне кажется, что реакция публики несколько такая заторможенная. Правильно.
как будто ошалевшие. Люди переваривают. Люди еще не понимают, как же можно реагировать на такое представление. Кстати, все, что я говорю в этом плане, абсолютно лично не касается этих двух девушек. Мы уже договорились о том, что это наше личное мнение, что да, мы не и есть никакой снисходительности в этом нет. Это действительно серьезный бой и серьезные спортсменки. Концовка 4-го раунда 10-раундового боя за звание чемпионки мира по версии Международной женской боксерской федерации. Супервайзер этого боя, то есть руководитель этого боя от имени федерации, его постоянный руководитель супервайзерских работ этой федерации, если можно сказать, главный супервайзер по имени Джон Коллинз. Он здесь, я спросил его перед началом этого боя, как он, как человек, много лет проведший в боксе мужском, относится к женскому боксу. Он сказал, я всегда отношусь к ним гораздо более строго, чем мужчинам-боксерам. Это почему же так? Потому что он считает, что женщины требуют более строгого и пристального внимания и чаще идут на нарушение правил во время боя. Я считаю, что этот джентльмен просто очень заносчив. Смотрим сейчас на несколько минут, как бы подсматриваем, что происходит в этот момент в раздевалках. Пожалуй, самый сильный, самый титулованный, входящий в рейтинг сильнейших боксеров по одной из версий мира по Международной боксерской федерации IBF. Касим Рахман против другого американца Мелвина Фостера. Мы увидим 10-раундовый, хотя рейтинговый, но 10-раундовый бой. После того, как закончится выяснение отношений на ринге между двумя симпатичными дамами, Гвен Смит и Зульфией Кудюсовой. Пятый раунд. Роскошный картинка, план с крана, который плавно парит над рингом, показала нам не только, как выглядит бой сверху, но и все необходимые спонсорские надписи. Кстати, кубок называется «Корона Экстра». И компания «Корона» финансировала и подготовку Зульфии Кудюсовой к этому финальному бою. Кудюсова против Смит. Пятый раунд. Половина боя сейчас будет позади. Наверное, все-таки небольшое преимущество судьи отдали российской спортсменке. Арзубек? Да, все раунды, я считаю, что Кудюсов выигрывает. Понемножку, но выигрывает. У Зули очень хорошие качества для профессионального бойца. Она агрессивна. Она как раз не делает того, в чем мы упрекали некоторых предыдущих боксеров-мужчин. Она не отдает инициативу, она постоянно нависает над своей соперницей.